Привет! Как-то мне написала Аня и предложила снять совместный проект. Вставал вопрос, что делать. На творческие посиделки я, может быть, когда-нибудь и доеду в Казахстан, но пока у меня такой возможности не было. А Аня предложила обменяться посылками. Вообще с каналом Ани я довольно давно знакома, потому что в свое время, как и многие из вас, задавалась вопросом, как засушивать цветы, и именно этому и посвящено довольно много видео на ее канале. Ну и идея с посылками мне тоже очень понравилась. Но я всю голову сломала, когда стала собирать коробочку, потому что мы решили ни о чем не договариваться и делать это полностью интуитивно. И я так сильно переживала на самом деле, мне все время казалось, что я мало всего положила, но в то же время я особо не знала. При всем том многообразии материалов, что существует, я не могла придумать, что отправить. Да. Сейчас я не понимаю, почему тогда у меня это вызвало такие трудности, но не суть. Вот такая коробочка у меня получилась, и я понесла ее на почту. Отправила, и в этот же день забрала посылку от Анет. Все, спасибо большое, хорошего дня. Вам тоже. Прекрасно. До свидания. И вот представьте просто мое чувство. Я отправила вот такую коробочку, да, и в этот же момент от Ани забираю 1,5 килограмма вот эту здоровую коробку. Вот что Аня прислала мне. Основа под шкатулку. Это гениально. Так, все красиво. Мне даже не сильно хотелось, если честно, что-то менять. Так, все запомнили, да, как упаковывать? Узелочек, на ленточку привязали, спрятали и бантик. И внутри все аккуратно так. И там были даже шоколадочки, и это так приятно. Почему я не додумалась до такого? И вот, чтобы вы понимали, почему я не снимаю всякие там обзоры, потому что обычно все, что я могу сказать в такие моменты, это... Гриб! Тут есть гриб, посмотрите, тут... Стравики. Вот эта вещь очень полезная. И я решила сделать коробочку воспоминаний из путешествий. Сначала я покрыла основу своим... Я думаю, что все те, кто давно смотрят мои видео, уже увидев деревянную шкатулку, прекрасно знали, за какой материал я возьмусь. Но это же очень красивый цвет, ну согласитесь. А для тех, кто впервые меня смотрит, я очень люблю вот эту морилку под цвет дуба. Дальше на внутреннюю часть я приклеила вот такой кусок обоев. На матовой фотобумаге я распечатала винтажное изображение карты и хотела залить его смолой. На еще одной распечатке, на той же фотобумаге, я поэкспериментировала и посмотрела, как смола повлияет на изображение. И что-то мне не очень понравилось, потому что это все промокло, поэтому я решила оставить картинку такой, какая она есть. Плюс она была очень приятная на ощупь, так что я решила не заливать ее. Прикладываю картинку так, как хочу ее расположить, и чтобы ровно отрезать ее, отмечаю точки соприкосновения картинки и краев шкатулки. Потом просто соединяю их и по получившейся линии отрезаю. Теперь можно приклеивать. Еще я распечатала вот такие картинки для декора. Это вообще немного читерство, но классная тема – самостоятельно печатать картинки для скрапбукинга или оформления ежедневников. И я в описании оставлю вам ссылку на подборку разных классных картинок, так что кому интересно, можете посмотреть. Еще у меня были вот такие подвесочки на тему путешествий, но они были слишком объемные, поэтому я решила взять лишь некоторые, самые плоские.
Чтобы они гармоничнее вписывались, я решила их перекрасить вот таким маркером. Он для любых поверхностей, поэтому мне отлично тут подойдет. Когда он высох, я откусила колечки от подвесок, потому что когда красишь, удобно за них держать. Вот почему я не сделала этого сразу. Подровняла край наждачкой и тоже покрасила его. Дальше фотографии. В этот раз я их тоже печатала сама на фотобумаге. Один из моих любимых кадров с памятником Гансу Христиану Андерсону. Фотографии еды, куда без них, и некоторые другие. А дальше все это надо красиво разместить на крышке. И вот с созданием подобных композиций у меня лично иногда возникают сложности. Именно поэтому я, кстати, почти вообще не занимаюсь скрапбукингом, потому что там нужно как раз-таки продумать, вот что, где, как будет расположено, а у меня не получается придумать, что, как, куда разместить. И если в других проектах, вот, которые вы видите, все вообще прям хочу, делаю и получается, то с бумагой, с скрапбукингом вообще не получается придумать. Не знаю, как так это работает. Чтобы немного придать объема своему коллажу, некоторые элементы я решила приклеить на толстый картон. А еще я добавила немного маленьких страз, чтобы они перекликались с той, которую я вклеила в фотоаппарат. Внутри я решила приклеить свою самую любимую фотографию из всех поездок. Вот эту фотографию из Норвегии. Я когда-то давно, и скорее всего это было как раз в это путешествие в Норвегию, увидела слоган Touch it, feel it, love it, и мне он так понравился. И я сейчас прогуглила, откуда это вообще слова, что это, может, это какая песня или еще что-то. И оказывается, это рекламный слоган компании, которая занимается деревообработкой. А еще кустарники на фото я решила дополнить блестками. Может быть, потом я приклею внутрь еще что-то, но пока оставлю так. Переложу сюда некоторые особо классные вещи из своей старой коробочки из путешествий. Еще мне папа из Италии привез вот такие сердечки из муранского стекла, и одно спрячу тут. Вообще я решила, что в будущем из своих каких-то поездок я лучше буду привозить какие-то маленькие, милые, но при этом памятные вещи для подобной коробочки, потому что мне кажется, что через много-много лет, точнее я уже сейчас это поняла, открыв свою старую коробочку из путешествий, через много-много лет это разглядывать будет намного интереснее, чем просто карты из других городов. Еще у меня оставалась запасная распечатка карты, только тут она была на глянцевой бумаге, потому что я сравнивала два результата, и я решила вставить ее в основу под заколку, которую мне тоже прислала Аня. Я вырезала сердечко со Скандинавией, правда немного кривовато, но это ничего, и вклеила его в заготовку. Потом я нанесла небольшой слой УФ-смолы и промазала все контуры, а потом засушила. Края я задекорировала блестками и засушила линию смолы с ними. Теперь можно заливать финальный слой куполом. Да, я постепенно начинаю понимать, как надо работать с УФ-смолой и как она себя ведет. Сушу фонарем, и вдруг, откуда ни возьмись, берется пузырь. Ума не приложу, откуда он мог взяться, потому что до этого я промазала смолой весь контур бумажки и засушила это, поэтому из-под картинки воздух никак не мог выйти. Ну ладно. Чтобы дальше до конца просушить изделие, пока моя лампа была сломана, я поставила фонарь вот так на крышечке и оставила минут на 7. Я очень благодарна Ане за эту идею обмена посылками, потому что вот это реально коллаборация, вот это реально какая-то совместная работа. И это классный выход для блогеров, которые живут в разных городах и странах.
Потому что когда делаются видео просто на одну тематику, ну это как-то просто, что ли, не знаю. Хотя в свое время я так делала с Викуньей. Обязательно переходите на канал Ани, чтобы посмотреть, что же я ей прислала и что у нее из этого получилось. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.